Старик нашел в лесу странный сверток, из которого доносился плач. Открыв его, он в ужасе закричал. Тот день в поселке у самой кромки леса начинался тихо и спокойно. 70-летний Иван Петрович, бывший лесничий, как обычно вышел на прогулку. Рядом бежал его верный пес, овчарка Буран. За долгие годы они привыкли понимать друг друга без слов. Лес для Ивана Петровича был не просто местом. Он знал его, чувствовал и уважал. Но в тот день что-то было не так. Буран внезапно остановился. Он напрягся, навострил уши и тихо, глухо зарычал. Это был необычный рывок на зверя. В этом звуке чувствовалась тревога. Не дожидаясь команды, пес резко сорвался с места и исчез в густых зарослях папоротника. «Буран, ко мне!» – крикнул Иван Петрович, но в голосе уже появилась тревога. Продираясь сквозь ветки, он пошел за псом и вскоре оказался у края глубокого оврага. Внизу стоял Буран. Он не лаял, не двигался, просто смотрел на что-то перед собой. Старик осторожно спустился вниз и замер. Перед собакой лежал сверток, обмотанный плотным шерстяным пледом. Яркий, чужой для леса. Сначала Иван Петрович подумал, что это мусор, оставленный туристами. Но вдруг изнутри донесся звук. Слабый, прерывистый. Плач. Сердце старика сжалось. Он бросился к свертку и дрожащими руками отогнул край пледа. Внутри лежал крошечный младенец. Совсем маленький, бледный, едва подающий признаки жизни. «Господи!» – выдохнул он. Медлить было нельзя. В лесу становилось холодно, а до ближайшей дороги было несколько километров. Связи во враге не было. Иван Петрович быстро снял с себя куртку и укутал малыша, стараясь сохранить каждую крупицу тепла. Руки его дрожали, но мысли были ясными. Нужно выбраться наверх и вызвать помощь. И в этот момент произошло нечто, что он запомнит на всю жизнь. Буран тихо подошел ближе, лег рядом со свертком и аккуратно прижался к ребенку. Он словно понял все без слов. Его теплое тело стало щитом от холода, а дыхание – живым источником тепла. «Молодец, Буран, держи его», – тихо сказал старик. Подняв малыша, Иван Петрович начал подъем из оврага. Каждый шаг давался тяжело. Земля осыпалась под ногами, ветки цеплялись за одежду. Но рядом был Буран. Пес бежал впереди, словно выбирая самый безопасный путь, иногда оглядываясь, проверяя, успевает ли хозяин. Наконец они выбрались наверх. Иван Петрович шел быстро, почти бегом, пока не добрался до пригорка, где иногда ловила связь. Дрожащими руками он достал телефон. Одна полоска. Он набрал номер экстренных служб. «Я в лесу. Здесь ребенок. Живой». Голос его срывался. «Пожалуйста, быстрее!» Ожидание стало самым тяжелым испытанием. Время тянулось мучительно долго. Иван Петрович сидел на земле, крепко прижимая малыша, а Буран не отходил ни на шаг, продолжая согревать ребенка своим теплом. И вот, наконец, вдалеке послышался звук. Сначала слабый, потом громче, скорая. Лес озарился синими вспышками. Медики быстро подбежали к старику, аккуратно забрали сверток и развернули плед. «Он теплый», – удивленно сказал один из врачей. «Живой». Иван Петрович только тихо выдохнул. Напряжение, которое держало его все это время, наконец отпустило. Позже в новостях скажут, что ребенок выжил, его состояние стабилизировалось и жизни ничего не угрожает. Мальчика назвали Богданом, данным Богом. Иван Петрович стал навещать его в больнице. А Буран каждый раз, заходя в лес, бежит к тому самому оврагу. Проверяет, словно помнит, что однажды именно там решалась чья-то жизнь. Иногда кажется, что животные понимают больше, чем мы думаем. И, возможно, именно благодаря таким, как Буран, в этом мире все еще остается место для настоящего чуда.